Лобби-бар работает до 2 часов ночи. Если вы хотите еще посидеть и что-нибудь вкусное выпить, Irish бар до 7 утра. Стандартный номер. Балкон и вид на территорию. Так, мини-бар. В мини-баре, смотрите, там и соломки, и чипсы, и шоколадки, и пиво, вино, вода, соки. Так, это у нас санузел. Здесь душ. Так, Family выглядит так. Первая комната. Здесь есть свой мини-бар. По пути санузел. Здесь отдельно душевая, туалет, умывальник и спальня. Сейчас посмотрим, куда здесь вид. Ой, смотрите, какие красивые стулья. А вид есть и на город, и на горки, и на море. Хочу немного рассказать, в принципе, про отель Дельфин и Гранд. Во-первых, он самый большой, не просто в нем есть слово Гранд. 112 тысяч квадратных метров. Здесь 11 баров, 13 бассейнов, есть подогреваемые. Самое интересное, что на территории нет бара, который работает 24 часа в сутки, но в принципе выпить вы можете всегда. Например, бар, который работает на пляже, он до 12, в лобби работает до 2. Есть Irish Pub, который открывается наоборот вечером и работает до 7 утра. В принципе, все это распечатку, что когда работает, вы, конечно, можете получить при заселении. Про а-ля карт рестораны я уже уточнила. Есть, хочется добавить, точнее, вот такой нюанс, что у каждого а-ля карт ресторана есть выходной. Например, по вторникам может быть выходной мексиканский ресторан, когда в главном ресторане будет акцент на мексиканскую кухню. Если итальянский, допустим, выходной в четверг, тогда в четверг будет с итальянским уклоном в основном ресторане и так далее. На территории есть, конечно, снеки, где можно перекусить, ну, по бассейнам вообще, конечно, рай. Естественно, в холодное время, я имею в виду начало сезона, весна и осень, в конце есть бассейны, которые подогреваются. Но идемте смотреть, что здесь есть еще на территории дальше. Смотрите, как красиво кому-то накрывают отдельно в беседке. Это на террасе ресторанов, но класс. По питанию, помимо завтрака, обед, ужин, шведский стол, 8 а-ля карт ресторанов. Зарезервировать их можно сегодня на сегодня или сегодня на завтра. Абсолютно бесплатно, неважно, сколько вы проживаете в отеле, хоть каждый день ходите в лобби. Мексиканский ресторан выглядит так. Греческий ресторан. На 7 часов вечера, на 7:30 или... Важный момент, а-ля карт рестораны закрываются все в 9 часов, поэтому будьте внимательны по поводу времени резервации. Это азиатский. Японская кухня, теппаньяки, стойка. Сегодня в основном ресторане готовят Love Night. Такой себе тематический вечер. А вот идет украшение шариками. Ужин начнется уже буквально через час. Сейчас идет приготовление на ужин. А у входа хочу просто показать уголок для детей. Есть микроволновка, есть блендеры и есть баночное питание, йогурта, соки. Много секций, где можно покушать, что тоже создает ощущение ресторана, а не столовой. Есть уже некоторые блюда. Успею поснимать. Так, есть еще Serenity салон. Он на 46 человек вместительность, предназначен только для взрослых.
Релакс-бар. Работает до 12 ночи. И вот на этой сцене живая музыка. Поставили фотозону. Вот наверху находится терраса ресторана, а под ней зона бассейна, где можно всегда поплавать в тени. Рядом большой олимпийский бассейн. От олимпийского ресторана, двигаясь в сторону моря, идет два а-ля карт ресторана еще, который турецкий и рыбный. Днем тоже проходят разные фестивали. Мы сейчас приехали под вечер. Смотрите, какая красивая вообще, не знаю, локация, декорация была. Сегодня был фестиваль сладостей. По левую сторону остается у нас большой бассейн, который активный. Там можно, естественно, и взрослым и детям. Там проходит вся анимация. По правую сторону дезлюме, дальше идут сэндвичи, дальше guest relation, дальше кофе, дальше фрукты. С левой стороны тоже локация, где подают именно турецкую еду, донер, еще что-то. В общем, не знаю, мне кажется, тут сколько идешь, столько можно все время кушать, жевать. В ресторан основной можно и не заходить, разве что на завтрак, потому что перекусов столько разных в течение дня, что не то, что голодными не будете, а протестировать это все просто невозможно. Ну и вот оно море. Есть бар вот прям у пляжа, бич-бар. Есть кабаны, всего 60 евро за день. Рядышком гамаки, шезлонги. В стоимость входит сервис, фрукты и напитки. Пляж, и тоже есть кабаны непосредственно у моря. Стоимость такая же, 60 евро. Входят тоже фрукты и сервис, напитки. Есть пирс, смотрите, вот такой красивый. На нем есть тоже кабаны по 35 евро в сутки. Есть пирс, на пирсе бар. Пляж песчано-галечный, вход пологий. А еще в отелях Дельфин, Бигрант не исключение, очень демократичные цены на кабаны. Ну, что такое 50-60 евро лежа у моря с сервисом на целый день? Такого уровня отелей, как правило, берут на порядок выше стоимость 70-100 евро. А здесь отлично. Тем более есть кабаны без сервиса, окей, по 25, по 35 евро, но это тоже очень классный формат, когда ты знаешь, что у тебя всегда тень, твой ребенок, который где-то играет по территории, знает, где тебя найти. Очень удобная опция. Возле активного бассейна тоже, естественно, есть бар. Здесь есть мороженое, можно перекусить в течение дня пиццу. А вот и мороженое. Сколько здесь горок. Это взрослый аквапарк. И здесь есть вот ленивая речка. Детский аквапарк. Тоже смотрите, большой какой, интересный с одной стороны. Уже просто есть 5 часов, вода не течет. Детский аквапарк, кстати, работает до 5:30, значит, если остановилась вода уже больше. И вот взрослые горки рядышком, они работают до 5. Смотрите, как круто развлекают деток, мини-клуб, ростовые фигуры. Отеля Дельфин Бигрант, это их лунопарк, он открыт с 7:30 до 9:30, работает, точнее, в виду, но
в принципе, открыто походить, погулять вы можете в любое время. А давайте посмотрим на этот рай для детей. Более того, это все бесплатно. Обалдите, и карета тебе в виде солнца. Веселые горки, машинки. Тут не просто лунопарк, тут прям целый действительно парк аттракционов и развлечений. Здорово. Слушайте, первый спортзал вижу, чтобы на таком расстоянии были тренажеры, если честно. Все равно по предварительной записи вы можете сюда попасть. Максимальное количество человек в спортзале 14. Гейм-зона. Есть боулинг. Да, он за дополнительную плату, но как минимум он есть. Бильярд. Ну и куча всего для детей. Спа. А здесь же находится салон, смотрите, пользуется популярностью. Укладка, стрижка. Рядом с отелем есть куда выйти, есть шоппинг-центр, рестораны. Ну и в принципе это центр отельной зоны, то есть есть куда пройтись. Все витрины, включая Тихий Гранд, несмотря на то, что здесь большая территория, да, больше 100 тысяч квадратов, очень логично. Любой бассейн может по чтению, взрослый, детский, аквапарк, взрослый, детский, олимпийское тебе расстояние поплавать, маленький тебе тихий бассейн для взрослых, абсолютно все есть. Вот это вот аллея с едой, которая идет от здания вдоль до сюда до пляжа, тоже по настроению, то съел, то выпил. Как по мне, очень классная концепция. Еще, как вы видели, здесь устраиваются фестивали как для взрослых, так и для детей. Сегодня был какой-то кенди-фестиваль, да, Свит. Точно так же бывают длинные вечеринки, вечером шоу, есть живая музыка, опять-таки по настроению. Хотите вы посмотреть представление или спокойно перекусить или выпить в баре под живую музыку. В общем, на территории отеля можно найти все, найти любого себя в любом состоянии и закрыть свою потребность, именно ту, которую хочется прямо сейчас. С пляжем, как вы видите, тоже все замечательно. По мне, это идеальный пляж. В ноги галька не больно, не песок, который все время мутный. Вот просто идеальное сочетание песчано-галечный, пологий. В принципе, если вы выбираете, куда поехать, то вот действительно Анталия, она еще и удобна тем, что здесь рядом аэропорт, далеко ехать не нужно. Детям идеальный вход в море, по инфраструктуре, как видите, тоже все хорошо. Концепция в этом году дельфинов состоит в том, что они не хотят загружаться прям на 100%, максимальную хотят делать загрузку 70-80, соответственно, не такое прям мега скопление людей в пик сезона. Хотя, конечно, людей много. Это всегда показательно, когда отель загружен хорошо. Это значит, что отель популярен, людям здесь нравится. Мне здесь очередной раз очень понравился. Рекомендую однозначно. Если вы хотите провести свой отпуск в этом отеле, пишите, звоните. Я и моя команда к вашим услугам с удовольствием подберем и забронируем тур Тихий Гранд именно на ваш состав и на ваши даты. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать актуальные обзоры. Ну и если вы еще сомневаетесь, сюда вам или не сюда, мы к вашим услугам.